Не особо внимательные люди будут тебя слышать, но не слушать. Ты для них шум, фоновый звук, не более. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Сегодня мы рассмотрим разницу между двумя очень похожими словами, которые нередко путают студенты русского языка. Но благодаря примерам, которые я приведу, все должно стать предельно ясно. И это слова «слушать» и «слышать». Напоминаю, что если вам нужны субтитры, вы всегда их можете активировать на русском или английском языках, нажав на значок ниже. Итак, в чем же разница между этими глаголами? Начнем со «слышать». Слышать – это про пассивное состояние человека. Когда он физически что-то слышит, но не придает этому значения, то есть не обрабатывает информацию у себя в голове. Вот эти звуки, которые он слышит, это фон. Что можно слышать? Или кого можно слышать? Можно слышать шум, звуки телевизора, разговор. Я не слышу, что ты говоришь. Повтори, пожалуйста. Я постоянно слышу шум из соседней квартиры. Или я постоянно слышу, как в соседней квартире кто-то шумит. Можно слышать о чем-то или о ком-то. Я слышал о разных способах изучения языка. То есть я слышал информацию, но особо в нее не вникал. И знания у меня о ней поверхностные. Или когда вам говорят что-то, чего вы ранее не знали, вы можете сказать «впервые слышу», что значит «впервые слышу такого рода информацию». Я слышал, что снег растает не скоро. Ничего не хочу об этом слышать, снег уже вот здесь сидит. Слушать – это проактивное состояние человека, когда он воспринимает информацию, которую ему говорят. Я тебя внимательно слушаю. Ты сейчас мне будешь что-то рассказывать, а я у себя в голове буду вдумываться в то, что ты говоришь, и стараться тебя понять. Часто можно услышать слово «слушай» в начале предложения, когда вы к кому-то обращаетесь и начинаете свое предложение со слов «Слушай, ты уверен, что это хорошая идея?» Это скорее такое вводное слово, без которого можно обойтись, но в некоторых случаях оно слегка усиливает то, что вы хотите сказать, и призывает собеседника послушать вас внимательно. А вот в предложении «ну это хороший результат, слушай» выступает вводным словом. Разница на примере музыки. Ее можно как слушать, так и слышать. Только в первом случае мы слушаем музыку по желанию, а во втором мы ее слышим, потому что она откуда-то доносится. Ее кто-то включил. То есть мы слышим, как кто-то слушает музыку. Еще пример. Ты вроде бы присутствовала при их разговоре. Что они говорили? Да, я слышала, как они разговаривали, но не слушала о чем. Что значит, я слышала звуки их разговора, но в суть не вникала, потому что мне это было неинтересно, не нужно. Подытоживая, мы можем что-то слышать вне зависимости от нашего желания, потому что этот звук где-то появился и попал к нам в ухо. А слушаем то, что, как правило, хотим слушать. Любимую песню или рассказ друга. Если сравнивать с английским, слышать – это to hear, а слушать – to listen. Разве что в английском эти слова не похожи друг на друга, хотя и мы их тоже очень часто путаем. Это, наверное, общая проблема. Но в русском они отличаются всего лишь одной буквой, и поэтому выглядят немного запутаннее. Но я думаю, что привела достаточно примеров, чтобы вам стало понятнее, где и как их можно использовать. Напишите в комментариях, возникали ли у вас сложности с этими двумя глаголами. И с какими еще похожими глаголами возникают трудности. Если вам было полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Хорошего дня, вечера, ночи. Пока!